Это прогноз на сентябрь 2022 года для тех, у кого Солнце или асцендент находится в знаке зодиака Стрелец. А также это может быть стеллиум планет в знаке зодиака Стрелец. Итак, я достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга. Здесь мы будем рассматривать все стороны жизни на месяц сентябрь, прогноз. Итак, первая карта. И вот вы именно в сентябре будете проявлять такие качества девы, я бы сказала, да, когда мы будем действовать, когда люди действуют очень расчетливо. И, возможно, если вы, например, сейчас свободны и ищете партнера или партнершу, вы будете искать такого человека, который будет подходить к вам по определенным параметрам. Но, что интересно, если вы действительно подключите логику, то вас может ждать успех. Хоть и говорят там брак по расчету или что-то такое, вот здесь как раз в сентябре у вас может быть очень удачный, может быть не брак, но какое-то знакомство по расчету. Может быть, вы обратитесь за помощью к астрологу, тарологу, чтобы вам как-то посмотреть вашу совместимость, например, или что-то в этом духе. Или просто будете вот так холодно отбрасывать тех людей, которые вам не подходят. Но для этого, конечно, вам нужно знать, что вы хотите, что сами вы, что вам подходит больше всего в этой жизни. Давайте посмотрим дальше. Здесь мы еще будем говорить про отношения. Второй сектор. Второй сектор, здесь, возможно, вы восстанавливаетесь после каких-то не очень удачных финансовых вложений, покупок. Может быть, вы потратили деньги на что-то, и вот сейчас вы начинаете как бы потихоньку восстанавливать свои финансы. Но месяц удачный, но наверное, не для того, чтобы конкретно вкладываться снова или начинать какие-то большие бизнес-проекты, устраиваться на новую работу. Скорее всего, лучше продолжать то, что вы, допустим, работаете в том направлении, в котором вы сейчас работаете, или еще, может быть, подыскивать что-то новое, но будут ли это месяц каких-то начинаний, здесь вопрос такой спорный, наверное, я бы вам не рекомендовала, хотя мы еще откроем сейчас сектор карьеры, и там будут какие-то дополнения, возможно. В общении вас ждет много романтики. Не исключено, что кто-то из вас познакомится как-то через друзей, через соседей. Может быть, это будет в связи связано с какими-то поездками. А может быть, это вообще просто такой человек, который вам встретится, и он будет вам очень подходить своими мыслями, тем, что он говорит, рассказывает, как он видит жизнь. И вот вы настолько будете любить с ним общаться, что у вас даже могут завязаться романтические отношения. Для кого-то это романтическая переписка, такого даже сексуального характера, я бы сказала. Но интересно, здесь вам, например, если вы в поиске, может быть, стоит присмотреться к людям из ближайшего окружения, хотя не обязательно, конечно, партнер может быть и издалека тоже, но в любом случае вы сразу же у вас завяжется контакт именно вот в переписке, а также, может быть, это как-то связано с автомобилями, с дорогой, с какой-то. Там тоже возможны знакомства, причем такие прямо судьбоносные знакомства, какие-то страстные даже сразу отношения возможны при знакомстве. Так, а вот как раз карьера, да? Но видите, здесь у вас в карьере, если говорить вообще про финансы, допустим, да, и взять вот эти два сектора, здесь, возможно, у вас какой-то был дисбаланс, который вы сейчас будете налаживать, и у вас это очень хорошо будет выходить, вам нужно прийти в гармонию с собой. Может быть, вы устали от работы, или, может быть, у вас были какие-то неудачи там, или просто вас вымотала работа, и вот сейчас вы как раз будете находить такой гармоничный ваш уровень. Может быть, кто-то из вас даже в отпуск отправится или как-то решит передохнуть у родителей в том доме, где вам комфортно себя чувствовать. Вообще здесь такой покой у вас в доме, да и на работе тоже будет все спокойно, я думаю. Все как-то постепенно выравнивается. Если у вас были какие-то там интриги или скандалы, то вот именно, что здесь будет все очень гармонично складываться. Вы вообще как-то вот по этой карте даже, да, обретете цель какую-то определенную, она к вам может прийти во время медитации или что-то. Это очень полезная карта. И вот видите, как интересно, да, вот если эти два социальных дома вместе прочитать, стрельцы, то получается, что ваша любовь все-таки вдалеке от вас, что
где-то будет у вас человек интересный, который будет вам очень интересен, и, возможно, он будет находиться не так к вам близко, потому что, видите, здесь все-таки расстояние. Может быть, вы будете переписываться, или вы встретите такого человека, который вам сильно понравится, но он будет находиться в данный момент в другой стране. И вот вас будет сильно тянуть друг к другу, но, возможно, сразу вы встретиться не сможете по каким-то причинам. Хотя, вот судя по этой карте, встреча, конечно, возможна, но тогда она, возможно, где-то ближе к вашему дому. Я не могу сказать, что вы далеко поедете, хотя, опять же, трудно сказать. Ну, в общем, это отношения на расстоянии, либо отношения какие-то, которые завязываются по переписке, или, может быть, вы с кем-то познакомились, а вам приходится уезжать, вот что-то в этом духе. Но я думаю, что этот месяц должен принести вам какую-то определенную романтику. В 6-12 сектор просто прекрасно. Здесь выходит карта Девы. Она говорит о том, что если вы заботились о своем здоровье, о своем психическом положении раньше, то сейчас как раз вы будете пожинать плоды. И вот эта карта тоже здесь очень уместна, да. У вас какое-то исцеление души и тела, которое происходит одновременно. Возможно, вы как-то спокойно себя будете очень чувствовать. Может быть, из-за того, что вы получили то, что вы хотели, а может быть, даже просто отпустили ситуацию. Вот иногда мы боремся за что-то, куда-то бежим, там в работе, что, а вот именно в сентябре вы, стрельцы, можете почувствовать, что вам стало легче, у вас какие-то мысли стали проще даже. Вы волновались, наверное, из-за чего-то, и вот сейчас у вас такое время отдыха души, я бы сказала. Может быть, вы в отпуск действительно отправитесь. И тогда тут, конечно, могут быть и романтические свидания, в том числе тоже. Но давайте еще посмотрим, что нам скажут карты из колоды Ленорман. Я все время прошу какой-то совет дополнительный, да. Стрельцы, вам особенно повезло, потому что сейчас на расклад еще пришла Нэнси, моя кошечка, видите, она тоже здесь сидит. Итак, какой совет вам дадут карты из колоды Ленорман? Смотрите, как прекрасно. Лилии, женщина и букет. Ну, это любовь, конечно. Здесь просто другого варианта даже дать не могу, потому что самые прекрасные карты, которые говорят о любви, о взаимных чувствах, о такой верной любви, о встрече будущего партнера, либо человека, который как-то глубоко заденет ваши чувства, принесет вам много радостных эмоций. Если вы мужчина, то, конечно, ну, тут женщина, которая, видите, опять она с книгой сидит, это говорит, опять же, о какой-то возможной переписке, о романтике совместной, но очень сильное состояние влюбленности вы можете пережить с каким-то человеком. И еще посмотрим колоду Moonology, что она дополнит нам. Но вот видите, как все-таки расчет-то выходит. А говорят, что там расчет это плохо, расчет оказывается хорошо. Moonology. И это полная луна в знаке Льва. Это тоже романтика, это яркие, красивые чувства, какие-то подарки, совместный отдых, много радости, веселья вместе. Поэтому я думаю, что, стрельцы, у вас будет такой интересный месяц, как вы любите, наверное. Поэтому я желаю вам всего самого хорошего и до встречи на моих новых видео. Всем пока!